Приветствую всех! Сегодня очередной ремонт. Это будет принтер HP 513, ну, пятая модель, в общем-то, с СНПЧ встроенным. Не скажу, что я очень доволен этим принтером, постоянно какие-то глюки, программное обеспечение слабое. Но купил так купил. Был недорого, по скидке в ДНС. Обзор я не делал, если хотите, я сделаю что-то отдельное. Задавайте вопросы в комментариях, обязательно. Если нравится тема ремонтов, обязательно ставьте лайк. Ну и подписывайтесь, делитесь с друзьями. Ну а я начинаю. В общем-то, тут ошибка E3. Не определяется печатающая головка. Скорее всего, это сбой или оптический датчик, или там есть лента кодировщика. Она могла слететь, она могла повредиться. На Алиэкспресс есть эти ленты, 800 рублей. Все ссылки в описании. Чтобы снять вот эту верхнюю часть, да, и добраться до печатающей головки, да, чтобы можно было смотреть, что могло повлиять на ошибку E3. Выкрутить надо 4 винта. Это Torx T9, как я выяснился. У меня есть вот такой замечательный наборчик. Сама отвертка в магазинах 80 рублей, если у вас нету дома таких же. Я всегда делаю домашние ремонты и думаю, домашним мастерам интересна такая тематика. Подписывайтесь, ребята, еще раз говорю. Берем вот здесь раз, два, три, четыре. 4 винтика выкручиваем. Вот они, 2 винтика белого цвета. Здесь у нас винтики черного цвета. Все. Оставляем их на магните. Убираем. И будем открывать крышку. Так, ну давайте я включу, чтобы вы удостоверились, что есть ошибка. Послушайте звук. Сейчас начнет стучать. Хотя вот я зря это, конечно, делаю. Здоровье не придает принтеру это штуки. Вот, видите, долбашит. И все. Тест не пройден. Система обнаруживает ошибку E3. Не определяется положение печатающей головки. Так, сейчас я поднесу вам поближе, ребятки, посмотрите. Вот эта ошибочка, как она выглядит. Так, печатающую головку я отведу влево. В левое крайнее положение. Так, и теперь, ну давай, гасни уже питание. Питание отключилось. Выдергиваем шнур и снимаем крышку. Вместе с дисплеем, со сканером. Так, вот, видите, отделяется. Все. Теперь опускаю я вниз камеру. Так, едем вниз, насколько это возможно. И открывается вам вид. Вот такой вид. И здесь один шлейф. И второй шлейф вынимаем. Все. Больше тут ни на чем эта крышка не держится. Убираем в сторону. Так. Лента-то у нас летела. Сейчас я поближе поднесу. Увидите, не увидите. Вот здесь вот лента. Так. Как бы вам показать. А она должна вот здесь стоять. Вот. Место ее правильное. Вот так вот. Вот такие дела, ребята. Вот еще оптические датчики, которые показывают, значит, в системе, если наличие в лотке бумаги. Так, ну теперь обратный процесс, это у нас будет процесс сборки. Смотрим. Так, один шлейф я вставил. Теперь второй вставляю шлейф. На место. Второй я ставил шлейф на место. Ставим крышку на место. Теперь подключаем питание. И на всякий случай все-таки зафиксируем
все-таки зафиксируем, закрутим винтики. Закрываем крышку и пробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Показывает, бумаги нету, ошибки нету, Wi-Fi есть. Так, ну давайте сделаем сканирование. Сейчас напечатаем одну страничку и потом я уже подтяну все винтики, как положено. Так, ну что? Ну я говорю, вот он долго думает, в принципе не быстро печатает. Идет, печатает. И все у нас получается. Верите, нет. Но не было такого, чтобы у меня что-то с ремонтом не получилось. Ставим жирный лайк. Подписываемся. Ну ладно, сегодня дочка будет свой печатать проект. Ну а вам успешных ремонтов и до новых встреч. Пока, друзья.